Привет, пилоты! Поговорим о самолетах, а точнее о технических характеристиках боевых машин, что на них влияет и как их изменить. В ангаре видны основные характеристики самолета – прочность, огневая мощь, скорость, маневренность и высотность. С числами все просто. Чем они больше, тем лучше. Но что за полоски под ними? Они показывают, насколько хороши показатели самолета по сравнению с другими машинами этого же уровня. Например, Arado R80 в максимальной комплектации имеет показатель скорости 388. Графически она отображена как 4,5 деления полосы. А это его одноклассник, советский истребитель третьего уровня И-16 ранний. Его скорость в максимальной конфигурации со шваками 352, ниже, чем у Р-80. Как следствие, полоса короче – 4 полных деления. Теперь посмотрим на скорость советского штурмовика 10 уровня Ил-40П. Его скорость 767 км в час. Значительно больше, чем у И-16 и Arado Р-80. Но несмотря на это, длина полосы всего 2 деления, потому что в целом самолеты на его уровне быстрее. Итак, запомните, числовое значение параметров абсолютное и помогает сопоставить характеристики любых машин. Графическое – сравнительное по отношению к самолетам своего уровня. Важный момент – показатели прочности, огневой мощи, скорости и маневренности составные и складываются из более узких параметров. Чтобы изучить их, разверните строку. Все эти характеристики учитываются при моделировании полета и влияют на возможности техники. Начинающему пилоту они почти ничего не скажут. Но чем больше вы будете узнавать про самолеты, тем важнее будет эта информация. Она поможет более точно оценить машину. Например, И-16 поздний и Фокке-Вульф ФВ-57. В базовой комплектации характеристика скорость у тяжелого истребителя ниже. Казалось бы, он никак не сможет удрать от И-16. Но посмотрим на расширенные параметры. Теперь видно, что по сравнению с И-16 у него намного больше скорость пикирования, и он легко может оторваться, уйдя в пике. Без дополнительной информации было бы очень трудно заранее правильно сравнить свойства этих машин и разработать для них верную тактику боя. Например, параметр высотность. Он показывает, на какой высоте самолет работает в оптимальном режиме. Если высотность по сравнению с другими самолетами этого же уровня большая, то имеет смысл атаковать противников сверху, использовать такой прием, как бум-зум. Если высотности не хватает, придется кружиться у земли. Характеристики самолета можно изменить, устанавливая на него новые модули и оборудование. Чтобы посмотреть, что можно усовершенствовать, выберите машину в ангаре и откройте вкладку «Модули». Хотите увидеть, например, что представляет собой двигатель или оружие, наведите на них курсор и подождите. Или нажмите правую клавишу мыши и щелкните по надписи «Информация». Если навести на модуль курсор и нажать левую кнопку мыши, то длина полосок изменится, а возле числовых значений основных характеристик самолета появятся цифры. Они показывают, какими станут параметры после установки этого модуля. Если числа зеленые, значит в лучшую сторону. Если красные, то наоборот. Установленные модули отмечены желтой галочкой. На изучение новых идет опыт самолета, который он получает в боях. Как только вы набрали нужное количество, щелкните по модулю мышкой и нажмите кнопку «Исследовать». Чтобы установить исследованный модуль, нужно его купить. Если располагаете нужной суммой, кликните по нему левой кнопкой мыши и нажмите «Купить и установить». Старый модуль отправится на склад, а новый займет его место. Иногда нельзя сразу поставить понравившийся вам двигатель или пушку, не изучив, например, необходимую конструкцию. Стрелки в схеме подскажут последовательность исследования. Перед тем, как продавать самолет, убедитесь, что установленные на нем модули нельзя использовать в дальнейшем. Замените их, чтобы не покупать во второй раз. Во вкладке «Развитие» вы можете изучить свойства любых конфигураций всех машин в игре. Очень удобно сравнивать самолеты, используя энциклопедию на портале World of Warplanes. Это хороший инструмент для изучения противников и планирования прокачки. Кроме установки прокачиваемых модулей, есть дополнительная возможность немного улучшить свою боевую машину. Во вкладке «Модули» находятся 3 ячейки, предназначенные для оборудования. Щелкните по любой и увидите его перечень и свойства. Список будет отличаться в зависимости от уровня и типа самолета. В ячейке с названием и описанием оборудования указана его цена. Если кредитов не хватает, она выделена красным цветом. Если все в порядке, вы можете приобрести его. Подтвердите установку, нажав кнопку «Установить». Установленное оборудование может изменить характеристики самолета, но это не отобразится в описании параметров в ангаре.
Потом вы сможете снять его с самолета. И если оборудование подходит для другой машины, переставить его. Это делается за небольшую плату, или, как в случае с прицелами, вообще бесплатно. Чтобы продать ставшим ненужным оборудование, зайдите во вкладку «Магазин» и выберите соответствующий раздел. Найдите то, от чего хотите избавиться, и сделайте это. Кстати, магазин можно использовать и для покупки. Это удобно, если вы решили приобрести оборудование оптом. На этом все. Удачи в бою!